Всем привет! Для начала всех хотела бы поздравить с праздником влюбленных, несмотря на то, что есть у вас пара или нет. В первую очередь, мне кажется, что каждая женщина должна любить себя в первую очередь. Но это не говорит о том, если у вас нет пары, что с вами что-то не так. Просто на это есть свое время, и придет ваш человек, все равно тот любимый, который будет баловать вас, любить вас, задаривать вас подарками, цветами. Так вот, хочу вас поздравить с этим замечательным праздником, пожелать вам любви, гармонии. Самое главное, чтобы любовь была взаимной и чистой. Также хочу обратиться к той аудитории, которую буду спрашивать, где продолжение расклада. Продолжение будет расклада на моем YouTube-канале «Империя Таро». И еще хочу добавить, мой первый TikTok канал, больше в нем не будут выпускаться видео. У меня есть второй TikTok канал, который буду сейчас его развивать. Соответственно, всем скажу, подписывайтесь на мой канал, чтобы побольше прибавилось публики. Помимо этого, хочу выразить вам огромную благодарность за вашу обратную связь, за вашу любовь. Благодарю вас. Итак, сегодня тема. Давайте посмотрим на такую тему, как кем я была в твоих глазах и кем я стала. Итак, загадайте своего партнера. И давайте начнем, да? Вы расслабьтесь. Так, давайте же посмотрим, что за человек вообще этот мужчина. Две карты сразу вылезли. Так. Скорее всего, здесь мужчина от вас отстранился. Скорее всего, возможно, на данный период времени у этого мужчины есть стабильные отношения, да? Мужчина может быть женат, либо с кем-то проживать. Помимо этого, мужчина полон каких-то страхов. А если и еще могу добавить, перед этим мужчиной есть какие-то ограничения. Эти ограничения могли поставить вы, да? Здесь мужчина все равно хочет связаться здесь с женщиной. Женщина, например, не подпускает этого мужчину. Может быть, вы состояли с ним в союзе. Такое тоже не исключаю. Так. Что за союз у вас был, если это вас показывает? Ага. Здесь не исключаю того, что здесь фигурируют две женщины. Это может быть как супруга и его родственники. Здесь почему-то идет соперничество между двух женщин. Понимаете, как? Не исключая того, что, возможно, если вы, например, его бывшая настоящая супруга, да, с которой вы могли с ним развестись, либо на грани развода. И я вам еще могу добавить, что на данный период времени вы этого мужчину здесь не рассматриваете абсолютно. Здесь у вас произошел какой-то серьезный конфликт. Здесь женщина выносит ему какой-то вердикт. Понимаете как? Возможно такое, что этот мужчина, например, он как-то был безответственен к вам. Может, не разглядел вас ту единственную женщину. Но здесь женщина, которая борется с мужчиной, которая что-то здесь доказывает. При этом вы его вообще здесь не рассматриваете. Женщина та, которую еще до этой женщины дорасти надо. Понимаете, здесь женщина справедливая. Возможно, такое что вы еще работаете где-то в госучреждении. Такое тоже не исключаю. С бумагами тоже такое. Но вообще здесь женщина независимая, женщина здесь та, которая обрела свободу. Женщина здесь ни в чем и ни в ком не нуждается. И еще могу добавить, что да, у вас какие-то дела могут быть связаны с судом. Так. А мужчина не вышел. Ну-ка, покажись. Что за мужчинка? О, все, вот теперь он показался. Мужчина тот, который, я вам скажу, скорее всего, судьбоносный. Ваш мужчина, не исключая того, может быть, вы были замужем за ним. Тоже такое не исключаю. Возможно, с этим мужчиной вы не до конца, не дошли до брака. Такое тоже не исключаю, что здесь мужчина, здесь победитель. Он любит побеждать в том плане, что он любит, знаете, как самоутверждаться, вот за счет женщины. Мужчина здесь, он может на первых порах, да, быть очень внимательным, обходительным, таким вот завоевателем, понимаете как? И причем, что самое интересное, этот мужчина не меняется, у него постоянно, знаете как, вот один и тот же сценарий проигрывается. Мужчина здесь такой вот, он пажик, он маленький еще, знаете, как мужчина, у него чувства такие вот непостоянные. Наивный, может быть, тоже такое не исключаю. Может, у вас дети есть совместные, но он сам по себе такой, знаете, как застрял в детстве. Он считает что этот мужчина, еще могу добавить, что этот может такое даже, что этот мужчина хочет с вами помириться и вернуться в отношения. Такое тоже не исключаю. Понимаете? Так, ну-ка, колесо фортуны, что это выпало? И еще добавлю.
Так, здесь выходит так, колесо фортуны. Что нам открыло? У этого мужчины, конкретно с вами, произошли изменения в жизни, причем колоссальные, на 360 градусов. Понимаете, что? Не исключая того, что вы могли с этим мужчиной отсечь связь. Независимо, любовница вы, жена, подруга. Почему? Любовный треугольник. Понимаете, что здесь был и обман. Независимо от того, вы могли этому мужчине постоянно не доверять. Понимаете, страхи какие-то были с этим мужчиной, постоянно недоверие. Вы устали и, скорее всего, с этим мужчиной прекратили отношения. Здесь женщина уже не та, на которую, знаете, лапшу на уши повешать и все, она будет верить. Нет, здесь женщина та, которая все, ну не обманешь. Такую, как вы, уже все. Здесь причина была измена. Треугольник здесь был. Еще могу добавить, возможно, такое, то, что кто верит в магию, и магия такое тоже. Так. Давайте посмотрим, что же он о вас думает. Что он о вас думает на сегодня. Он думает о том, что не исключая того, что это был ваш супруг, либо тот человек, который мог предложить свою руку и сердце, да, и так и не довести до алтаря вас. Это мужчина тот, который убежал от ответственности. Он не захотел брать ответственность. И, соответственно, вы с этим мужчиной, у вас отношения, скорее всего, завершились здесь. Не исключая того, да, то, что этот мужчина для вас был как вот учитель. Понимаете, был с ним, скорее всего, здесь плачевный был опыт. Да, после чего здесь женщина решила уйти, ну, либо он ушел, да, и закрыться. Возможно, здесь и блокировка, возможно, у вас, вы находитесь на расстоянии, но это и так понятно, да. Женщина здесь с этим мужчиной уже прекратила. Помимо этого, мужчина за этой женщиной следит, за вами здесь следит. Так, он о вас думает, то, что вы все, вы понимаете, вы своим уходом здесь преподнесли такой урок. Что все, братец, потерял ты меня. Что он о вас еще думает? Ну, он о вас думает, то, что все, понимаете как, ваши отношения это кармические отношения. Помимо этого он думает, если кого-то он считает здесь ведьмой, кого-то он сейчас на данный период времени сам вам тоже не доверяет, он в вас не уверен, вообще и много чего о вас не знает. Помимо этого, не исключая того, да, то, что он может думать, что это вы его приворожили, что-то с ним сделали, да, тоже такое есть. Но и помимо этого, конечно, он каким-то образом здесь хочет то ли обнуление здесь, понимаете, что, может, он, наоборот, хочет опять воссоединение. Так, давайте откроем высший суд, что ты хочешь, интересно. Воссоединение. Он хочет с вами воссоединения. Понимаете, как этот мужчина у нас тот, во-первых, сказочник первой категории, да, он еще не постоянный. Это мужчина-праздник, это мужчина тот, который все бла-бла-бла, знаете, как. А вы, чтобы с ним были, если вы еще материально обеспечены, либо являлись его постоянным ценным партнером, вы женщина здесь ценная, почему и он вас терять здесь не хочет. Помимо этого, вы его могли в чем-то поддерживать, понимаете? Вот что он хочет. Он хочет, чтобы опять восстановились здесь отношения с вами. Поддержка нужна. Для кого-то материальная, для кого-то в общей сложности, да, ну, вашей энергетики не хватает. Да, такой интересный. Так, давайте все-таки посмотрим, когда вы состояли с ним в отношениях. Какая вы были в его глазах. Во-первых, я вам скажу, то, что какая вы были женщина в его глазах, во-первых, конфликтная, ему с вами было очень тяжело, но он с вами здесь как будто бы, знаете как, но все равно он вас сексуально хотел здесь. И помимо этого, конечно, он вами здесь подпитывался, чисто энергетически подпитывался, но ему с вами было очень тяжело. Почему конфликты здесь, да, и были, какая еще были в его глазах? Так, во-первых, он считает, что вы женщина страстная, сильная, да, что вы тянули его все равно, да. Этот мужчина с вами был, может быть, он либо чей-то супруг, либо это ваш супруг, либо это такой мужчина, знаете, сам по себе. Мужчина-манипулятор, помимо этого, он любит очень денежки, понимаете, жадненький такой мужчина. Но и помимо этого, он считает то, что вы им тоже здесь манипулировали, что вы могли, например, отстаивать свое. Ну, здесь, смотрите, и ревность у вас была, конфликты, у вас был очень такой вот тяжелый союз, тяжелый был. Могу еще добавить, что этот мужчина все равно в этих отношениях вами манипулировал, да? Потому что вы сильная женщина, вы сильный партнер, понимаете? Помимо этого, мужчина в этих отношениях, ну, постоянно брал, а мог себя выдавать за такого постоянного партнера. Несмотря на то, что он мог здесь гулять за вашей спиной. Но все равно вас друг к другу тянуло. Так, еще какая вы были? Во-первых, вы в этих отношениях, я вам скажу, были... Не вас показывает, а его показывает.
Этот мужчина, помимо вас, гулял еще с кем-то. Он вас обманывал, предавал в отношениях. Он постоянно был параллельно еще с кем-то. Вы могли, конечно, не знать, почему. Я же вам не зря сказала то, что он выдавал себя за порядочного мужчину. Понимаете, как? Постоянно манипулируя вами. Не зря же я вам сказала, что здесь и присутствовали и скандалы, выяснения отношений, и ревность здесь была. Почему? Потому что вы чувствовали, здесь не зря тоже вышла такая карта, понимаете? Что кто-то есть, присутствует в ваших отношениях. Мужчина просто вас здесь обманывал. Я уверена в том, что в этом союзе любили вы больше, а он себя позволял. Это, вот знаете, типичный аферист, альфонс, да? Даже если ваш супруг, либо любовник, либо просто партнер, но за вашей спиной он здесь вел такие двойные игры. Так, на сегодня какая вы в его глазах? На сегодня, кем он вас видит на сегодня? Во-первых, на сегодня он на вас злится. Почему? Потому что вы этого, скорее всего, мужчину здесь не замечаете. Мужчина, да, здесь опять больше еще может показывать, что у вас есть поклонники, да, и его это бесит, но почему-то здесь мужчина не проявляется. Но все равно он видит то, что в вашей жизни есть другие люди. Кто-то к вам здесь хорошо относится, может, кто-то за вами уже начал ухаживать, может, кто-то появился в вашей жизни. Его это прям бесит. Так, какая вы на сегодня в его глазах еще? А вот знаете, интересно, вы женщина та, вот смотрите, интересно, да, потерял, а теперь осознал, что вы для него женщина та, которая не дает ему шанса. Женщина ценность, женщина та, которая напролом идет, несмотря на свои страхи, да, скорее всего уверена, что вы в этих отношениях пострадали здесь, да, это женщина-победитель, не исключая того, что женщина здесь ушла в полный ресурс зарабатывания денег, да, женщина-победитель, то, что вы просто мчитесь здесь. Несмотря на страхи, вам уже плевать уже. Так, кем вы еще являетесь на сегодня для него? Интересно так. Знаете, что он видит то, что, скорее всего, он вам больше не нужен. Вы его из своей жизни выталкиваете здесь, понимаете, что... А этот мужчина тот, который на козе здесь не хочет приехать. Вы в нем мужика здесь не разглядели. Понимаете, и он в вас здесь не уверен. Почему он может и не выходить на связь, да? Здесь женщина остерегается, потому что, не исключая того, да, то, что союз с этим мужчиной для вас был отвратительный. Это тот мужчина, у которого, знаете, если вы, предположим, скажете ему «нет», это будет либо скандал, либо драка. Почему здесь? Потому что здесь мужчина агрессор. Вот для него должно быть так. Предположим, вы одна, он один, но... Жена, любовница, 5-я, 10-я, ему все можно, вам ни в коем случае. Он изменит, вы его поймаете, да? Он скажет, это все из-за тебя. Не то сделала, все вечно, это тот человек, который постоянно будет упрекать. Понимаете, помимо этого самоутверждается за счет женщины, может унижать ее. Вот такой вот. Так, он видит вас, то, что все, вы в нем ни мужика, никого не видите, просто, понимаете, от него шарахаетесь. Кем вы еще являетесь на сегодня для него? Той женщиной, которая, знаете как, ну, хворала, обидно, конечно, но и решила для себя, что все, пошло это прошлое к черту. Женщина та, которая разочаровалась в прошлом, которая все равно для себя решила уже отсечь прошлое. Почему? Потому что женщина здесь, посмотрите, здесь вы стоите, не он. Та женщина, которая разочаровалась в чувствах, это та женщина, которая пережила здесь боль, все решила здесь покончить с прошлым. Так, кем вы еще на сегодня для него являетесь? Той женщиной, которая, кстати, он здесь хотел вас, может быть, в прямом смысле убить. Может быть, во-первых, я вам скажу, все равно, как бы вы ни хотели, его на данный период раздражает ваша позиция. Та женщина, которая, несмотря на то, что у нее был такой плачевный опыт, да, я уверена в том, что здесь палач и жертва, он является палачом, жертвой вы. Во-первых, вы, несмотря на сплетни, здесь еще и сплетни, о вас говорят то, что здесь мужчина вас растоптал, уничтожил вообще, сравнял вас с землей. Но, несмотря ни на что, здесь женщина, знаете, как поплакала, уничтожили, через хорошую депрессию, да, прошла, подлечилась, и встала, и пошла. Женщина здесь деятельная, понимаете? И он видит то, что все, для вас, конкретно с этим мужчиной, это уже точка невозврата. Ну, помимо этого, он видит то, что вы на данный период времени очень яркая, сексуальная, очень уверенная в себе. Женщина, которая вообще не смотрит в его сторону, да? Какой ты меня еще сегодня видишь? Так, этот мужчина вас конкретно здесь предал. Поступил здесь подло, как, знаете как, скорее всего, измена здесь была.
измена подтверждает то, что здесь слишком был подлый поступок за вашу искренность, да. Вот я вам скажу, вы для него как были та женщина, которая искренне любила его, а этот у вас, как знаете, как собака, куда ни прибежи, все равно сбежит, понимаете, сучку увидит и бежит. Ну, вы его, он для вас является просто предателем, понимаете как? А вы для него та женщина, которая правда любила, и которую он просто хладнокровно из-за того, что появилась на горизонте другая женщина, он вас просто хладнокровно, недолго думая, предал, и все. Кем вы еще являетесь на сегодня? Женщина та, которая, не исключая того, то, что, знаете, как вы с этим мужчиной были несчастны, да? Женщина та, которая сейчас ушла, во-первых, вышла из этих отношений, во-первых, то, что еще начала здесь, вы, может, обучение проходили, да? Женщина та, которая поверила все-таки в себя, либо пытается поверить, да? Женщина та, которая ищет ресурс, женщина та, которую, может, вы, знаете, начали зарабатывать. Ну, женщина еще здесь, помимо этого, яркая, позитивная, понимаете? Вот так вот. А причем при этом я могу еще добавить то, что, будучи с этим мужчиной в отношениях, вы могли, знаете, как вот, вы же яркая женщина, а вот с ним вот тускнеть вы могли. Тоже такое не исключаю. Но я на данный период времени вижу, что вам, в принципе, нормально без него. Ну, женщина здесь смотрит та, которая встала с колен и пошла дальше. Кем он у вас еще сегодня видит? Ой, той своей... Понимаете, вы в его глазах та, с кем ему было комфортно, это вы его являетесь партнером и его семьей. Если вы не семья, то это вы тот человек, с кем ему правда было отлично. Так, интересно, а почему это спустя столько времени ты понял, то, что эта женщина для тебя, оказывается, является твоей половинкой, твоей семьей, ну или просто родным человеком, с кем тебе было на самом деле хорошо? Что же с тобой, интересно, такого произошло, что ты на данный период времени уже понимаешь, что эта женщина именно та? Что с тобой произошло? Мужчинка здесь долго посидел, подумал, причем эмоции через край были, скорее всего, не дождался того, что вы за ним побежали, да? Скорее, здесь женщина отдалилась от этого мужчины. Так, что ты, ну-ка, понял? Знаете как? Он понял то, что все, для вас он является бомжом. Тот человек, который тянет вас на дно, а вы на данный период времени, не исключая того, то, что вы, может быть, в какой-то из своей сферы, да, стали популярны, либо к этому идете, либо вы вообще женщина та, которая на расстоянии, его для него как звезда, понимаете, он без вас как нищий, он прекрасно понимает, что надо было тогда вкладываться, а здесь мужчина просто безответственный, он вообще, и еще могу добавить, почему, например, он понял, да, что... Вот на данный период времени, да, что вы являетесь его там любовью, семьей, хоть кем, да? Почему? Потому что, когда вы от него отдалились, у него пошли потери здесь. Эти потери, скорее всего, связаны именно с финансами, именно с отношениями, понимаете, что какой-то он стал без вас, здесь отшельником, закрылся в себе, он может не доверять людям, понимаете как? Либо те отношения, кого вас там на кого променял, не оправдались, они могли его кинуть. Так, а что у тебя там произошло? Почему ты осознал, что эта женщина для тебя ценна? Что у тебя произошло? О, догулялся. Догулялся, дошлялся. Причем он это делал все хладнокровно. Еще и обидчивый, вам обиду свою демонстрировал. Интересно, да, персонаж? Сам шляется, да? Вот его ловишь, предает, еще и обижается. Вот это интересный персонаж. Еще что-то понял. Ну, здесь конкретно могу сказать, если вы его не семья, да, если даже вы любовница, все равно здесь он мог, сделав выбор неправильный, даже несмотря на то, что он мог вернуться в семью, да, либо наоборот из семьи уйти по страсти, он совершил тем самым ошибку. Почему вы на данный период времени являетесь идеалом для него? Почему? Потому что он прекрасно понимает, что косяк за ним, но признавать этот мужчина не хочет. Почему? Потому что здесь мужчина такой вот, еще раз повторяюсь, как в прошлый раз сказала, да, что кровавые коленки не ждите. Он всегда прав. Понимаете? Ну вот, его же дьявол, тот, который соблазнил, его же и наказал. Либо потерял здесь семью, либо с какие-то стабильные отношения, либо вы его любовница. Вас просто потерял. Здесь он по-свински к вам относился. Почему? Потому что женщина от него закрылась. Все, нет у меня, забудь. Видите? А он теперь вас хочет. Верните и все. Да иди ты, возвращать тебе. Еще могу добавить то, что здесь мужчина, понимаете, пожертвовал вами ради другой женщины, ради своих вот иллюзий, своих мечт. Понимаете, слишком легко от вас отказался. Когда мужчина вами жертвовал, да, то он был уверен, все, то, что пришла пора новой жизни, здесь у него были фантазии, те его иллюзии, мечтания, но это все не оправдалось. Понимаете? Вот так вот. А сейчас, на данный период времени, вы являетесь той женщиной, даже у которой есть чувства.
Понимаете? Еще не могу добавить, что здесь мужчина завистливый очень. Он мог вам в отношениях завидовать и сейчас завидует. Вообще такой вот интересный, да, персонаж. Что он еще на сегодня? Но, знаете, еще раз добавлю, что все-таки этот мужчина, какие строил планы, связанные с будущим, да, а именно, я вам скажу, почему-то здесь связано все с денежками. Связано это со стабильностью, но это все не оправдалось. Иллюзиям конец. Это, знаете, не зря я вам сказала то, что вас не стало, и пошло какое-то невезение у него. Ну, почему? Потому что этот мужчина, видите, вы когда его любили, он вами подпитывался. Почему он вас опять хочет вернуть? Чтобы жизнь у него наладилась. Понимаете? Чтобы вами подпитаться. Тем более вы его любили искренне. Соответственно, его работа и вообще он сам, он с вами себя чувствовал великолепно. Вас не стало, и посмотрите, жизнь пошла не так, как он планировал. Почему он хочет опять как-то с вами здесь помириться, если у вас есть дети, через детей как-то восстановить контакт. Вот так вот. То, что он, куда он там собрался, все, что он планировал. А очень, кстати, здесь очень мужчина такой прагматичный. Помимо этого, знаете, очень продуманный мужчина. До мелочей, вот он все очень расчетливый. Но в этот раз не рассчитал. Понимаете? Скорее всего, не исключая того, что куда он ушел, могли его там кинуть, либо его уже вот-вот опрокинут. Но, я думаю, интересный такой персонаж. Итак, дорогие мои друзья, вот посмотрели на такой интересный расклад, да, на такую тему. Пишите отзывы. Также добавлю, да, для личного расклада обращайтесь ко мне на WhatsApp, либо в Instagram. Всех хочу поблагодарить за обратную связь. Также хочу сказать, кто хочет оказать помощь в развитии канала, я оставлю ссылку моего доната. Также хочу всех поблагодарить, кто оказывает помощь. Благодарю всех моих зрителей. И подписывайтесь на мой канал. И вообще моих подписчиков. Вас с Днем влюбленных, независимо, есть у вас партнер или нет. В первую очередь мы любим себя. И как всегда я вам скажу, до скорой встречи.